Приветствую вас, мои дорогие, любимые друзья. Это расклад для вас на тему отношений и любовь. Что в вашем мужчине есть такого, чего вы еще не знаете? Что тайное станет явным? Как судьба распорядится? И к чему вас подведут высшие силы касательно этих отношений с ним? Вот точно так же, как я выбираю украшение, но это не просто украшение, это, конечно, ритуальное украшение для расклада. Точно так мы выбираем, как действовать с мужчиной, ведь не зря все, что я показываю, все имеет смысл. Эти коты откроют тайны. Вы знаете, что коты показывают тайну. Мы их определим сюда на диван. И я вас приглашаю тоже присесть на диванчик, зайти ко мне сюда в духе. То есть послать близнеца, и вы своего близнеца, и вы очутитесь здесь. И уйдете от трудностей, как в бурном море, которые вас одолевают. Итак, это Таро провидцев. И я посмотрю чувства, мысли мужчины, его поведение, что есть такого о нем, чего вы не знаете. И именно на сегодняшний момент, сегодняшний — это тот момент по магии, в который вы смотрите видео, и тогда для вас актуально. Поэтому каждое мое слово будет для вас проигрываться абсолютно особенным образом. Итак, чувства мужчины, его мысли, все традиционно, все правильно, все по полочкам. Чего он желает, чего нет, что у него в жизни происходит. Итак, черное и белое, да? Угу. Серенькие, беленькие, два котика. Мы здесь выбираем его и вас. Я посмотрю, кто вы по мнению высших сил, и посмотрю ваш образ. Так называемая сигнификация, то есть, что главное, у вас significant значит главный, и он будет у нас серенький, вы беленький, да, давайте так. Итак, кто вы по мнению высших сил? Паж. Человек, который может лучше жить, лучше зарабатывать, иметь лучшие климатические условия, лучшие бытовые условия. И Пентакли — это, конечно, заработок. Можете лучше одеваться, лучше ухаживать за собой, да. Вы можете быть еще красивее, еще энергичнее, еще аттрактивнее. Вот Паж — это поиск и находка. Найти себя, найти путь к себе — это и есть Пентакль, это и есть удача. Высшие силы видят вас как человека, который мало занимается собой, больше помощи другим, как все женщины. Но у вас это особая карта для вас, именно кто смотрит. Карта предлагает вам посмотреть на себя как бы со стороны, да, выйти и посмотреть со стороны и сказать, что вы хотели бы поменять. Вернее, поменять — это значит вот мандала, это, да, мандала или мандала. Это круг, ваш космос. Иногда мы по одной и той же дорожке идем так туда-сюда, туда-сюда. Вместо этого нужно новые дорожки обживать в вашем космосе, и тогда вы будете себя менять, да, то есть будете радость себе приносить в жизнь тем, что будете для себя каждый раз новое. Но высшие силы говорят, что вам нужно искать смысл счастья, смысл жизни — это самоощущение радости, которого у вас, очевидно, не хватает, потому что вы страдаете. Не страдайте, не плачьте, расклад поможет, подскажет и так далее. Смотрите, я не удивляюсь, он у вас императрица, мужчина, да, но при таком раскладе, конечно, он императрица, то есть мужчина, который потерял совесть, да, другими словами. Хрустальная ваза, ему нужно угождать, и вот для него жить, и он такой весь себя красивый, умный и знаменитый, и популярный, и богатый, но это все может быть в его фантазиях или наяву. Вот у многих проиграется, что это все в его фантазиях, он так живет, а у некоторых, что и наяву он такой тоже, это еще больше ему крышу сносит, как говорят, да. Императрица — это вот здесь намек на Луну, то есть он все время разный, характер у него такой переменчивый, он вспыльчивый, он бывает разный, такой нежный, да. У него нежная женская душа, которую он скрывает. Но в хорошем понимании слова карта императрицы — это хорошая карта. Это для мужчины очень свойственная карта, хоть они этого не признают, потому что мужчина — это женщина внутри, а женщина — мужчина внутри, да. Он такой императрица. Он такой императрица, да. Но вот здесь беременность говорит о том, что во всем мире хочет прославиться. И правильно делает, конечно. Во всем мире хочет, чтобы покупали его продукцию или чтобы его знали профессионально.
Он хочет, может быть, объездить, путешествовать по всему миру, и не раз вам говорил, у некоторых это проиграется. То есть мужчина, который хотел бы многое, но многое пока еще не реализовано, да? Итак, будем смотреть подробно. Я по 2 карты буду брать, с вашего позволения. Смотрю только прямые в этих рамках. Ну вот дьявол, пожалуйста. Императрица плюс дьявол. Вот такой-то человек. То есть, с одной стороны, можно сказать, что он... Да, еще и солнце, все старшие арканы. Вернее, Ставр, извините, звезда. Смотрите, вот описывает его, да? Посередине дьявол. То есть это его самая глубокая суть, это его теневое «я», которое очень selfish, очень эгоистично. Ну и правильно, может быть, мужчины для того и эгоистичны, чтобы учить этому эгоизму нас, женщин, потому что женщинам эгоизм не свойственен, да, даже вы видите, те, кто в Инстаграм, вот такие все эгоистичные, они же, ну, видно, что напускное, это неестественно для женщины быть эгоистичной, потому что женщина — это целый космос, который работает для других, да? А мужчина — это эгоист, и правильно, что он здесь, дьявол, вышел, он хочет вам показать, как быть эгоистичной, чтобы прожить свою самую лучшую жизнь, что женщины часто не делают. Это вам во свидетельство. Другие люди всегда нам во свидетельство, потому что другие люди всегда показывают то, что у нас есть или чего у нас нет, и нам нужно развивать. В разных ситуациях по-разному. Звезда может быть для него звезда, у многих так проиграется. Он хочет вас держать на такой веревочке, да, чтобы вы никуда от него не улетели. Хочет вас очаровывать, да. А может, он сам является такой звездой, сам для себя, да? Хотя, возможно, поскольку он императрица, он хочет быть звездой. Все старшие арканы, все 3, очень-очень мощно. Сразу буквально расклад показал нам, что почем в этом человеке, да? И многое-многое показал. Ну-ка, давайте еще больше немножко о вас узнаем. Вот карта сама перевернулась, и я еще одну возьму. О вас немножко больше узнаем. Итак, здесь у нас король Пентаклей. Видите, вы король. Как сказала, так и есть. Женщина — это мужчина внутри, это понятно. Вы такой король Пентаклей, но вы бережете деньги, вы умеете выгодно купить, выгодно потратить, вы умеете сэкономить, вы умная, здесь библиотека, вы умная в заработке. А вы можете, как я уже сказала, вы можете быть очень... великим. Вот он хочет быть великим, а на самом деле вы можете быть великим бизнесменом, да? И это очень хорошо. И это очень хорошо. Вы логичный очень, пентаклевый король, он логичен. Там библиотека книги, намек на это. И в то же время собака говорит, что деньги для вас это не самоцель, а это возможность себе и близким позволить лучшую жизнь, лучший благоустроенный быт. И это правильное отношение к деньгам у вас. У вас правильное, ровное отношение к заработку и к деньгам. Что о мужчине не скажешь, что у него дьявол внутри, да? Итак, 3-я карта, характеризующая вас, это туз пентаклей, еще пентакли 3 раза, видите? Так что вы, может, уже и зарабатываете лучше, чем он, или будете. Так что у вас здесь очень хороший прогноз. Туз — это желание начинать сначала, это новое начало чего-то. Кстати, карта Солнца, да, не зря я звезду случайно обозвала Солнцем. Бывает такое, что мы все кто не без изъяна, тот пусть первый бросит камень, да, как говорится. Это же не Райдер-Вейт. Райдер-Вейт — это главная колода, а здесь интерпретация художника и звезда. Кстати, Солнце и есть звезда. Но не зря я сказала Солнце. Солнце вышло в духе, и туз пентаклей — это маленькое солнце. Вы для себя маленькое солнце, вам нужно увеличивать это свое представление о себе как о солнце, увеличивать обживать свое мироздание, свой космос. Итак, мы смотрим дальше чувства и мысли. Вначале давайте подробно посмотрим его чувства. Подробно. Из 2 карт подробно. Вообще-то карты, они каждая энциклопедия, так что 2 карты это и называется подробно. Посмотрим его чувства, извините, чувства, да, чувства. Итак, ну что ж, он 4 чаш по чувствам. Что-то он ждет, что вы сделаете первый шаг, если вы поссорились. Он ждет от вас какого-то движения вперед. И
Ну, чувство разбитое сердце почему-то. Может, ему разбило сердце его бывшее или дети, если они взрослые, да. Или работа разбила сердце, или же его неправильное отношение к себе. У некоторых проиграется, что у него есть привязанность там, к алкоголю, к гаджету своему, к чему-то привязанность есть. Он сейчас страдает, его внутренность вот кричит, screaming, вот так, видите, кричит его внутренность, просто кричит: «Освободи меня, помоги мне!» Его внутренность кричит. И у него тоже есть такая, ну, здесь мы диагноза не ставим, но может быть такое, что у него меняется настроение, такая маниакальная депрессия, то вверх, то вниз, да. Ну, диагнозы мы не ставим, но иногда он бывает такой в депрессии, а иногда просто какой-то эйфории, и даже сам себя пугает. Его чувства его пугают, да? Чувства мужчины его пугают. Он хотел бы, конечно, чтобы что-то поменять в прошлом, но это невозможно. Ему дает возможность Вселенная иметь новые чувства к вам, чувства любви и так далее. Вот такие у него чувства, мои дорогие. Какие же у него мысли? Возьмем 2 карты на мысли, и все будет видно. Все откроется, что нужно. Итак, его мысли. Вот эти 2. Итак, Верховная Жрица. Ну, мудрые мысли, мысли перемен. Верховная Жрица — это о Луне, там Луна во всех фазах намекается. Луна — это символ перемен, символ личной человеческой, не только женской судьбы, но это женская энергетика. Это энергетика приятия, но она есть и у мужчин в равной степени. Верховная Жрица — это о знаниях, это мысли его хотят быть более глубокие, а он хочет идти в ногу с переменами. И время перемен сейчас тяжелое время, потому что время перемен, время турбулентное. Мужчина хотел бы быть на гребне этих событий. Вторая карта, кстати, второй номер — это и номер Луны. Луна как символ перемен, конечно, и новолуние. Ведь в картах, в нумерологии именно 2 число — это число новолуния. А какое число полнолуния у меня в других видео есть. Но здесь мы говорим о новолунии. Он хотел бы новое что-то начинать. У него новые мысли о вас, у него есть новые мысли с вами встретиться, например, да, поговорить, если вы поссорились. 4 жезлов. Или если не понимаете друг друга, вот здесь он мудро хотел бы это все решить. Или же решить препятствия между вами. Это может быть кармическое что-то, характер кармически тяжелый. Он хотел бы его усмирить, свой тяжелый характер. Он бы хотел прийти с вами к общему знаменателю по 2, да. На мужчине может быть негативное влияние, но, скорее всего, это родовое влияние, то есть какая-то карма. 4 жезлов, хочется праздника, да, в мыслях у него. Именно по этой карте. Но вообще 4 жезлов — это же карта стабильного праздника, когда всегда хорошо жить. В этом его упрекнуть нельзя. Он хочет красиво и хорошо жить, всегда хочет хорошо жить, что на самом деле правильно, и это очень здоровое стремление любого человека. Кстати, это же было о вас. Мы же о вас смотрели. Теперь мы будем немножко о вас говорить здесь, да? Вы для него, как Верховная Жрица, проходите, вы мудрая. Все, что я сказала о нем, вас тоже касается. Раз я так сказала о нем, значит, так нужно было. Высшие силы хотели открыть и его в вас, потому что мужчина — это ваше отражение, ваш мужчина, а он — это ваше отражение, а вы — это его отражение, да. То есть это означает, что то, что я сказала, должно было быть сказано. Вообще на предсказательном столе ошибок нет. Кто не знает, то меня хочет там подловить, потому что я говорю то, что открывают высшие силы. Иногда они открывают не то, что я задумала, а у них свой план. И моя миссия — это полностью подчиняться высшим силам. Ну, теперь о вас пару слов. С ним будут стабильные отношения. В 2 словах я просто добавлю, потому что все то, что сказала о нем, касается и вас. С ним будут стабильные отношения, и будет мудрость и приятие, и вот такое все. Я вижу расклад какой-то, знаете, мудрый. Вот у вас вот эти пентакли, вот эта Верховная Жрица, вот такая мудрая. Вы и
в принципе, сами с собой можете быть очень счастливы. А вообще человек, который умеет быть счастливым с собой, он будет и счастливым с другим человеком, да. Но вы очень мудрый человек. Кстати, он тоже не дурак. Не зря он вам встретился, потому что он звезда. Дурак не может быть звездой. И карта императрицы говорит, конечно, он не дурак, очень умный человек. И то, что вы верховная жрица, а он императрица, обе женские карты могут говорить, что в одного поля ягода, да, у вас есть много общего. Например, какие-то сложные задачи. У вас бывает прокрастинация, может быть, как и у него, и у вас. То есть много есть общего знаменателя. Поэтому вы как бы и подходите друг к другу, и в то же время есть разногласия, да. Совет вам и совет ему. Все очень просто. Смотрим, да, совет вам. Десятка пентаклей, опять пентакли с вашей стороны вышли. Ну, конечно, вы мудрая, вы сможете зарабатывать сами. Здесь не только умение сохранить деньги, заработанные мужчиной, здесь не только умение приумножить его богатство, здесь не только умение быть ему достойной женой, там, хранительницей очага. Нет, десятка пентаклей — это бизнес-вумен, бизнес-человек, который любит быть успешным. Ну, а мы успешны только тогда, когда мы то, что мы делаем, кому-то нужно, да? Потому что успешный человек без других людей не может быть. Мы успешны только тогда, когда то, что мы делаем, нужно другим. Так, что здесь вы будете делать то, что нужно другим. Здесь вы заботитесь о своих домашних, детях, о родителях, может быть, или родители о вас. То есть вот такая круговая порука. Ведь десятка пентаклей — это когда есть новый виток уюта, может, разъедутся дети, родители, или вы с ним съедетесь вместе с мужчиной, будете жить в прекрасной бытовой обстановке. Это благополучие. Без благополучия, конечно, счастье длительное невозможно. И я вижу, что вы родились под счастливой судьбой, вы родились быть очень благополучной, это у вас будет. Рано или поздно будет, обязательно. Вот вам совет, расслабьтесь, потому что вы будете очень счастливы, вам нечего волноваться о своей жизни. Теперь он король жезлов, но это уже лучше, чем императрица для мужчины, да? Он должен быть мягкий, как императрица внутри, но на поверхности он должен быть крепким, мощным. Сами знаете, о чем идет речь. Такой огонь. Да, поэтому мужчины быстро сгорают, да, у них вот это символ огня очень сильно яркий. Здесь буквально намек на карту сила, здесь мы видим лев. Лев показывает силу, устрашает, а добычу делает львица. Да, это намек нам, что у него устрашающий вид, но внутри он просто мягкая императрица, и часто у него сердце разбито, он очень чувствителен. Этого мужчину нельзя обижать, а он очень чувствителен. Это наверняка вот звезда такая, паинька сам у себя, да. Но снаружи он хочет быть таким мужчиной, да, мужчиной. Король жезлов — это тот, который дает вам силу, зажигает огонь любви. Страстный, харизматичный, в общем, вы поэтому в него и влюбились. Рождены вы, конечно, друг для друга, он одна из лучших версий вашей счастливой личной жизни. Кстати, кто не знает, в эзотерике такого нет, что только один партнер возможен и нет. Возможно, тысячи. Уже в век Водолея все это пересматривается, да? Нет никакой догмы в эзотерике. Это духовность без догмы. В век Водолея мы понимаем, что вам могут подойти тысячи мужчин, но вот этот, о котором вы спрашиваете, он из первого десятка тех мужчин, которые для вас были бы лучше всего. Это точно, потому что он проходит как рыцарь жезлов, тот энергетика которого, тот химический состав, его запаха кожи и так далее, да, это именно то, что вам нужно. Так что здесь, конечно, я смотрю, что радости, пентакли — это тоже радости, помощники. Пентакли по-гречески помощники, да, монеты. Вы помощники друг другу. Мужчина, скорее всего, сделает движение в вашу сторону. В любом случае это проиграется у очень многих. Мужчина страстный и скучает о вас, если вы в разлуке. Он хочет с вами встретиться, он хочет выйти на связь, он наблюдает, может, за вами. Вот у него такой здесь lizard. Он наблюдает за вами, он хочет к вам ластиться, он хочет схитрить где-то, чтобы нежностью взять, угодить. Такой женский угодник. У некоторых проиграется это. Здесь корона из огня.
Конечно, он надел корону, снимать он ее не собирается. Иногда у него такая женская корона, мягкая, иногда мужская, властная, твердая. Но иногда он бывает, конечно, дьявол. Да какой человек, как каждый человек, ничего человеческое этому субъекту не чуждо. Так что поэтому вы его и любите, что он разносторонний, ну, неправильное слово, разносторонний, вот. Мне иногда приходят в потоке слова на английском, кто не знает, и я должна их перевести. Мне в потоке то, что идет, вот я вот как солнечные зайчики их перевожу вам на тот язык, который мы с вами понимаем. Вот такая вещь. Для многих девочек это обновление отношений. У кого нет отношений, посмотрите, какой на пороге. Но здесь же все видно. У меня свидетели в руках. Это не то, что я от фонаря же не говорю никогда, да. У меня свидетели в руках крупным планом. Каждая карта имеет место быть и так далее, да. Свидетели в руках. Вот, мои дорогие, так что будем с вами делать шаг навстречу ему, посмотрим, какой будет его следующий шаг. Ну а у некоторых девочек это встреча нового мужчины, еще заботиться о том, который 3 года назад пропал и подлец, да, заботиться. Вот смотрите, какой кавалер новый, еще и богатый, а чего нет? Вы будете при нем богатый, да, обеспеченный, быт будет прекрасный, благоустроенный. А даже, может быть, где-то издалека, из Сахары, как этот лев выходит, то есть из других стран. Сахара — это пустыня. И пустыня в смысле другая страна, да? Вот как в компьютерной игре, та же техника. В компьютерной игре, когда вы не присутствуете в этой сценке, сценка пустая, только когда вы смотрите на нее, она становится живая. Ну, по квантовой теории, да? Если мы смотрим, это становится материальным миром. Если мы не смотрим, это просто энергия. Итак, другие страны для нас это просто энергия. Если мы не смотрим, вот блогеры, да, сделали все это для нас визуальным, поэтому сейчас Земля так быстро развивается. Вся Земля теперь визуальная, потому что мы ее теперь видим везде. Ой, там столько эзотерики, так все интересно, но, в общем, это в других видео, в каждом видео понемножку всего этого чуда. 10 — это новые отношения или новый виток с тем мужчиной, с которым, может быть, вы в ссоре. 10 — это новое начало, да. Так что каждый для себя примеряет этот костюмчик по размеру. Для кого-то и новые отношения. Если смотрите на бывших, которые вообще вас предали, зачем вам такие люди? Будет новый, замечательный. И это вот так для вас и проиграется. Каждый услышит мои слова по-своему, так как вам это больше нужно, потому что Вселенная открывает вам каждое слово идеально для вас подходящим. Вообще каждое слово человека — это просто энергия. И только наш мозг его осознает и делает его понятным. Поэтому у каждого человека свой мозг, кстати, по-своему весь скомпонованный. И энерготрансмиссия в каждом мозгу своя. Вот так, что каждый человек мое слово слышит по-своему. Кстати, это настоящий жемчуг, кто не знает. Абсолютно настоящий жемчуг. Ну вот здесь это просто дополнители, они розовые, поэтому жемчуг приобретает розовый цвет. Вообще-то настоящий жемчуг, очень классный. Жемчуг — это, знаете, это символ того, что могло вас раздражать, будет вас исцелять. Может, я вас раздражаю? Не знаю, может быть и так. То есть жемчуг — это символ раздражения, потому что это песчинка, которая попала в раковину, и она являлась раздражением для раковины. Поэтому раковина — ойстер, устрица, или да, то, что раздражает устрицу, она превращает в вот такую красоту. То есть то, что вас раздражает, это портал в лучшую версию себя. Это так намек эзотерический. Что значит жемчуг? Вот, а это колечко я приобрела в Атлантической Канаде. Кто не знает, я живу в Тихоокеанской Канаде, на берегу Тихого океана в Ванкувере, город Ванкувер. А это я приобрела на берегу Атлантического океана. Атлантическая Канада, Maritime, так называемая, то есть время, Мэри — это как Марина. 3 провинции у нас есть на берегу Атлантического океана. Вот, и есть такой маленький город в провинции Нью-Брансвик, называется Сент-Эндрюс. И я пошла на антик-шоу. И там я приобрела много-много таких красивых колец. Оно античное. Вот, но я его заговорила.
для вас на удачу. У меня все мои украшения, которые я показываю, то есть которые присутствуют на моих раскладах, это, конечно, ритуальные украшения. Ну вот немножко и побеседовали, почему нет, для разнообразия. Я вас люблю, обожаю. Подписывайтесь, здесь все для вас, конечно. Я не делаю расклады за деньги. Если кто-то прикрывается моим именем, это не я. Первый признак, что это не я, что я не говорю: купите расклады за деньги. Я не делаю расклады за деньги, потому что я знаю, что расклады вот в таком водолейском варианте, они лучше для вас. Деньги сейчас — это проблема для многих, потому что кризис сумасшедший. Лучше, когда вы их держите при себе, для себя, любимой. Люблю, обожаю. Пальчик вверх, пожалуйста. Обнимашки всем вам, медвежьи обнимашки. И будем видеться. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.